Утром 14 августа Ариана встала пораньше, чтобы не пропустить слушания по своему делу. Собравшись, позавтракала легкой овсянкой с фруктами и йогуртом. Это был ее любимый завтрак, так как на приготовление его не занимало слишком много времени. При этом ингредиенты всегда можно было найти в холодильнике, ведь Винки заботилась о том, чтобы он всегда был заполнен. Доев овсянку и запив все черным чаем с лимоном для бодрости, Ариана накинула на себя первую попавшуюся в гардеробе легкую куртку и, захлопнув дверь, вышла на перекресток в ожидании министерского автобуса, который по расписанию должен был вот-вот приехать. Через пару минут она услышала резкий хлопок, после чего перед ней появился двухэтажный синего цвета автобус. Водитель распахнул перед ней двери и приятным голосом пригласил пройти внутрь. «Госпожа Реддл, вам стоило бы поторопиться, если не хотите пропустить свои слушания». Ариана не стала медлить и, поднявшись по ступенькам, прошла в салон, в котором заняла последнее свободное место. Министерский автобус ежедневно подвозил на работу всех работников и волшебников, которым по тем или иным причинам необходимо было попасть в министерство. При этом график передвижения формировался заранее, таким образом, чтобы каждому из пассажиров доставалось свободное место. Остановившись в центре Лондона и открыв двери, водитель пожелал всем хорошего дня и после того, как последний пассажир покинул его транспортное средство, уехал в неизвестном направлении. Ариана не знала, как попасть в здание министерства, так как попала сюда впервые, поэтому решила следовать за толпой, которая спустилась в ближайший подземный паркинг, где на одном из нижних этажей располагалась заброшенная стоянка автомобилей, которая ранее предназначалась для аренды или продажи. Садившись в заброшенные машины и закрыв за собой двери, министерские работники поворачивали ключи зажигания, после чего вспышка света внутри машины как будто поглощала и переносила посетителя в центральный зал министерства. При этом свет был настолько ярким, что слепил стоящих в очереди волшебников, что сильно бесило и заставляло после каждой вспышки отворачиваться в противоположную сторону. Ариана, дождавшись своей очереди, села в первую попавшуюся ей машину, закрыла двери и долго не могла понять, что ей нужно сделать. От этого у нее на лбу начали появляться капли пота. Увидев, что она очень долго мешкается, в окно постучал волшебник, стоящий и следующий в очереди, что сильно ее испугало. Она, резко привстав, ударилась о крышу машины и нажала на клаксон, вызвав негодование у ожидающих волшебников. Работник министерства показал, что она должна посмотреть вниз и поворотным движением руки обозначил, что ключ нужно повернуть по часовой стрелке. Ариана начала искать ключ зажигания, нащупав под рулем что-то похожее, вдавила вперед и провернула. Ослепленная светом, она не сразу поняла, что мгновенно оказалась в министерстве. Это ввело ее в замешательство, и на некоторое время она стояла неподвижно и рассматривала все, что находилось вокруг нее. Очень много людей появлялись из разных мест, кто-то из камина, кто-то из лифта или соседних комнат. Впереди же нее был очень красивый, в цветах золота фонтан, который был переделан после последней битвы с Темным Лордом. Теперь на нем были изображены волшебник и магл, держащий волшебный посох. Они находились на одном уровне, что свидетельствовало о равенстве двух миров. Пройдя фонтан, она очутилась около дверей лифта, возле которого стоял человек, одетый в строгий костюм, а на голове у него была в один тон с одеждой цилиндрической формы шляпа, что свидетельствовало о том, что этот человек распределял всех по этажам и ведомствам для рационального использования лифта и экономии времени на блуждающие письма в виде бумажных самолетиков, что хаотично перемещались вместе с работниками на лифте. Только она подошла к нему, как тут же услышала: «Госпожа Реддл, пройдите в лифт, ваш этаж номер 10. Прошу поторопиться, вас уже ждут, слушание по вашему делу вот-вот начнется». Ариана проследовала в лифт вместе с толпой незнакомых ей людей. Как только лифт наполнился, двери его мгновенно закрылись, а лифт на большой скорости двинулся перемещаться по уровням, что стало неожиданным и ударило ее об стенку лифта. И только после первой остановки она сумела прийти в себя и взяться за поручень. Лифт, остановившись на 10-м уровне, открыл двери, где ее уже встречал Гарольд у входа в суд. «Миссис Реддл, прошу проследовать за мной». Успев едва прийти в себя после поездки на магическом лифте, Ариана, немного раскачиваясь, прошагала через толпу людей, в числе которых были фанаты и ненавистники ее персоны. Конечно же, тут как тут были и редакторы самых известных местных газет, никогда бы не упустившие шанс запечатлеть такое громкое событие в мире волшебников. Зайдя внутрь, она оказалась в самом центре зала суда. Вокруг нее были высокие трибуны, на которых располагались все судьи во главе с министром магии. На противоположной стороне трибуны обычно сидели свидетели, защищающие стороны, или подающие в суд обвинения. Сейчас же там было пусто.
До того, как началось слушание, Ариана кинула взглядом зал, и возле одной из колонн она увидела Винки, что ее сильно успокоило. Та, в свою очередь, подмигнула ей, что говорило о том, что у нее все получилось. После чего Ариана вздохнула и уже не переживала за исход сегодняшнего судебного решения. То есть вы думаете, что являетесь дочкой темного лорда? Я не думаю, я точно об этом знаю. Но у вас нет никаких весомых доказательств. Все доказательства, которые у меня были, прикреплены к моему делу. Но этого недостаточно, чтобы министерство признало родственницей темного лорда первую попавшуюся проходимку. Ариана, разозлившись, говоря на парсалтанге: «Закрой рот, когда говоришь о прямой наследнице Слизерина». Министр, придя в ужас, побледнел. Было заметно, как его лицо очень сильно изменилось, перейдя от агрессивной позиции силы к растерянности. Министр магии, долго подбирая слова: «Этих доказательств более чем достаточно», вздохнув. Ознакомившись со всеми фактами, приведенными в деле, суд признает Ариану Реддл истинной наследницей Тома Реддла и Белатрисы Лестранж. Выйдя из заседания, она попыталась затесаться между стоявшими у входа волшебниками, но ее перехватила местная редакторка городского пророка, Лия Скитер, дочка той самой Скитер. Она была такой же прилипалой, как ее мать, за которой, как домашний питомец, носилось магическое перо, которое записывало все, что она говорила и думала. Пару слов о сегодняшней победе над Министерством магии. Извините, я тороплюсь. От фанатов не убежите. Я попробую. Очень напрасно. Ваш папочка гордился бы вами. Мой папочка убил бы вас при первой же возможности. Достав палочку, она выпустила заклинание, которое спалило записи, которые за время их разговора сделало магическое перо, оставив Лию неудел. Убежав от всех вдаль коридора, Ариана оставила с собой густой дым, который затруднял ее поиски. Она шла очень быстро, понимая, что времени у нее будет немного. Ее дыхание постоянно забивалось из-за быстрого шага. Она не понимала, где искать и как пророчество должно выглядеть. Уже совсем потеряв надежду, она закрыла глаза и начала вспоминать отрывки снов, которые видела последние дни. И чем глубже она погружала сон, тем понятнее ей ставало, куда нужно идти. Пробежав с закрытыми глазами еще пару метров, она оступилась и упала. Открыв глаза, она увидела перед собой очень высокий стеллаж с большим количеством полок и пророчеств. Найти свое казалось непосильной задачей. Если бы не обрывки снов, из которых она выудила приблизительную картину того, что нужно искать, то эта история поиска своего предназначения так бы и осталась незаконченной. Она подняла свой взгляд и увидела на второй полке слева едва заметную надпись «Ариана Реддл». Ариана очень обрадовалась и, быстро поднявшись, взяла в руки пророчество. На мгновение она подумала, что умерла, так как вокруг нее была только пустота, а сердце сжалось до такой степени, как будто его кто-то зажал в тиски. Через секунду впереди начали появляться едва отчетливые образы, которые повторяли одну и ту же фразу в унисон. «Ты нарушишь баланс сил, мир не будет прежним. Ты нарушишь баланс сил, мир не будет прежним». После чего из толпы вышел высокого роста худощавый молодой человек и направился в сторону Арианы. Это был Том. Он протянул ей руку и, крепко сжав ее, остался стоять на расстоянии вытянутой руки. «Найди камни разрыва реальности». Вокруг них стали излучаться слои пыли и закружились как ураган, пока полностью их не поглотили. Ариана проснулась, лежа на полу. Вокруг лежали осколки стеклянного шара. То, что осталось от ее пророчества. Попытавшись встать, она почувствовала сильную боль в руке. Видимо, когда падала, она порезала руку о разбитое стекло. Рука сильно болела и немного кровила. Услышав шаги и чей-то встревоженный голос, Ариана обратилась в черную кошку и скрылась за другими стеллажами. «Кто здесь?» В ее сторону очень быстро приближались два Аврора. Разминувшись с Аврорами, которые услышали сильный грохот, решили проверить, что могло побудить столь сильный шум, и, прибежав на место, обнаружили только разбитое пророчество, незамедлительно объявили тревогу. Это означало, что у Арианы оставалось в запасе всего пару минут, пока все выходы и входы не закроют, а ее не упекут в Азкабан за нарушение всех статутов мира магии. Единственным неконтролируемым камином был камин министра магии, которым она и воспользовалась, пробравшись через толпу авроров и министров, которые усердно проверяли всех посетителей на причастных к сегодняшнему инциденту. Ариана пробралась в министерский кабинет и, воспользовавшись паникой, сумела трансгрессировать в ближайшее неприметное магловское место в Лондоне, где ее встретила Винки, откуда они и добрались до дома Реддлов.